Я знаю, откуда у тебя эта гусыня, лол-ложка. Я видела все отчеты агента Малецки, и я знаю, когда он пытается что-то скрыть. Если ты будешь сомневаться, то потеряешь не частичку себя, ты потеряешься сам, лол-ложка. И давно ты стал таким философом? А ты? Маленькая гусыня и ее магические мироходческие яйца. Звучит как название какого-то странного аниме. Но на деле это отличный завтрак для ослабевающего междумирца. То есть меня. Того, глядишь, и силами напитаемся. По правде говоря, насчет происходящего в последних сериях мне есть что сказать. Но перед этим всем привет, дорогие друзья, я лол-ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я лол-ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы творим историю. Да-да, события двигаются все стремительнее и стремительнее. Настолько, что я выделил самое цепляющее. Первое. Непонятно, зачем замазанный отец Тадмавриэль. Второе. Отвязанная от времени гусыня, дающая что-то типа мироходческие яйца. Третье. Смотрящий, который зачем-то решил помочь мне и создал временную тропу. Четвертое. Малецкий, намекающий, что я тот, кто может привнести какие-то серьезные изменения в организацию. И, наконец, пятое. Очередная перепалка с Лаей, разговор с которой дошел до того, что лол-ложка ее чуть не послал. Вот так вот. Короче, если убрать эмоции на второй план, то меня напрягает, что лол-ложка и даже немного я, Рома, начинаем проникаться организацией. Вот вроде бы и нет никаких подозрений, правда? А вроде бы их бесконечно много. Вот вроде Лая явно проигрывает в том, чтобы переубедить меня, а ее слова как будто внутри тебя поселяется мерзкий паразит, который понемногу по кусочку незаметно пожирает твою душу, вот как будто эти слова правда засели у меня в голове. Понимаете, когда мы говорим о времени, мы можем представлять любое число лет. Вот допустим, что такое мироходец? Это существо, которое живет 1000 лет. Что такое лол-ложка, который междумирец? Наверняка это существо, которое прожило уже миллионы лет. А теперь представьте, что такое миллиард. Нет, триллион лет. Это все еще бесконечно мало от бесконечности. Наш человеческий мозг может только фантазировать о том, что такое прожить, ну, например, хотя бы 200 лет. Это тоже много, но бесконечность — это... наверное, все-таки побольше. Именно поэтому, какой бы козой Лая мне не казалась, а она мне правда кажется козой, я буду пытаться воспринимать ее слова через призму бесконечности. Опа-на, а это кто? Малецкий? Обязательно одеваемся, еда есть. Эй, Малецкий, здорово. Да-да, пройдем дальше. Здорово, да. Чё-то на Малецкий не похоже. А вот теперь... Приветствую, агент лол-ложка. Да, еще раз здравствуйте. Давай-ка я, наверное, сначала сниму это, а вот теперь продолжаем. Погляжу, все отлично. Рада видеть, что ты в порядке после своего первого задания. Спасибо, спасибо. Что за... Это что такое? Это... гусь. Да уж я поняла, что это гусь. Что он тут делает? Бегает? Кстати, это девочка. Это что, серьезно? Убери ее от меня. Да. Что? Фу, какая мерзость. Она это специально, ты видел? Агент Браун, это же просто птица. Она не может делать что-то специальное. Ну... Ладно. Лол-ложка, откуда она у тебя? Так, подожди, а это, то есть, не вы подсунули? Что? А, или подожди, или ты меня проверяешь? Спроси у Малецки, он лучше расскажет. Ну, задание принес. Это же обычная птица. Я не стал ее убивать, потому что уверен, комиссия по этике согласилась бы с моим решением. Завел. Завел. Прям как своего слизня. Вы наверняка его видели? О, начинается. Итак, послушай сюда, агент лол-ложка. Вот, смотри. Этот разговор останется только между нами. Но не потому, что я как-то симпатизирую тебе. Признаться честно, я терпеть не могу сотрудников, которые не соблюдают протоколы. Ну да ладно.
Да, многие видят в нашем бюрократическом процессе излишнюю сложность, но только эта сложность позволяет нам всегда оставаться верными идеалам организации. Только протоколы не дают нам, неидеальным существам, поддаться своим эмоциям. А поскольку организация существует всегда, у нас есть совокупный опыт, который гарантирует оптимальное решение для всех ситуаций. Ни я, ни ты, ни агент Малецкий не обладаем всей совокупностью этого опыта. Поэтому в своих решениях мы всегда должны полагаться на регламент. Понимаешь, о чем я? Ну, в целом-то да, понимаю. Просто... Ну, я просто не понимаю, зачем ты это сейчас говоришь мне. Хорошо, будем проще. Я знаю, откуда у тебя эта гусыня, лол-ложка. Я видела все отчеты агента Малецки, и я знаю, когда он пытается что-то скрыть. Конечно же, я передала этот отчет дальше без изменений, потому что никто, кроме меня, не способен увидеть этих белых пятен, что он оставляет в своих стандартных формулировках. Ну ладно, хорошо. Так а если ты пропустила этот отчет дальше и не стала на нас доносить, то зачем ты здесь? Затем, что я знаю агента Малецки с момента, как он поступил в нашу организацию, лол-ложка. Он прекрасный сотрудник и надежный коллега. И я не позволю такому самодовольному дураку, который совершенно ничего не понимает, привести Малецки к изгнанию, в которое по своей глупости попала Лая, и которая совершенно точно не грозит тебе, потому что ты не отвязался от времени, помнишь? Да, конечно. Можно и помягче. А что меня ждет, по-твоему? Ты и сам это знаешь. Привилегия, недоступная ни одному другому сотруднику. Смерть. Надеюсь, я понятно выразилась. Да, понятно. Да. Аса, но у меня есть один вопрос. Так. Опа, реальный вопрос. Спросить, сможет ли Аса простить лол-ложку, что? Бля. Спросить, что подумает начальство Асы, если узнает, что она приняла поддельный отчет. А ведь и правда, Аса! Так ты ж, получается, тоже того? Выставляешь Малецкий в белом цвете? Спросить, считает ли она сама, что гусыня должна была умереть. Хотя это просто птица. Во! Если начальство узнает, что она приняла поддельный отчет. Нет, правда, скажи мне. Разве скрывать проступок Малецкий это не против протокола? Что? Ты прекрасно все слышала, Аса. Я так понял, ты пришла сюда, чтобы угрожать, что ты знаешь, что мое задание прошло не по плану. И Малецкий меня покрывает. Но ты заодно рассказала мне, что ты уже передала отчет дальше. И самое главное, это ведь не единственный случай, да? Все знают, что у тебя есть любимчик среди штурмовиков. Как думаешь, Аса, если вскроется, что ты пропустила обман Малецки, как быстро они поймут, что ты многое спускала ему с рук? А? Не окажется ли, что ты сама стала той, кто поддается эмоциям? Ну давай, чего же ты замолчала? Что такого в нем особенного? Расскажи. Ведь это, кажется, единственное, в чем мы сходимся. Считаем Кацпера хорошим парнем. Хорошо. Я не просто знаю агента Малецки с поступления в организацию. Это я проводила ему процедуру временной дематериализации. Я занималась его ориентацией в Синклите, рассказывала, что и где, обучала и... Я знаю, что это сентиментально и неправильно, лол-ложка, но для меня он как сын. И я хочу, чтобы ты сейчас понял, что я сделаю все, чтобы защитить его. О, это звучит очень стрёмно. Особенно учитывая то, что он даже операцию на голос себе провел, чтобы его не считали ребенком. Дети вырастают. Я не считаю его ребенком. Ладно, хорошо. Тогда я правильно понимаю, что ты считаешь, что я плохая компания для твоего сынишки, да? Знаешь, твоя манера общения могла бы послужить ответом на твой вопрос. О, да. Ты какая-то глупая девчонка Лая до тебя. Своими словами сбивает его с толку. Смотри, ты думаешь про эту гусыню, что это просто птица, которая не несет опасности, да? Но скажи мне, каким образом она выжила после конца времени? Как она оказалась там, где оказалась? И что ты планируешь делать со своими питомцами, когда выжившие ветки закончатся? Ты же помнишь, что на этом твой временный контракт завершается, и ты должен будешь сделать выбор. Да, пока что у тебя есть небольшая отсрочка.
но ветка должна быть завершена. Черт возьми, я сейчас не понимаю тебя, агент Браун. На чьей стороне ты играешь? Ты приходишь угрожать, но в итоге все твои слова выглядят как какое-то предостережение. Какой позиции ты на самом деле придерживаешься? Слушай, мне непонятно, почему в Синклите приняли такое решение относительно тебя. Ты, очевидно, поглощен какой-то своей повесткой. Я не играю ни на какой стороне, Лолошка. Я не посылаю тебе никаких сигналов. Ты не выполнил свою работу и подбил своего супервайзера тебя покрывать. Это безответственный поступок, который многих ставит под удар. Запомни, я пропустила эту выходку на первый раз, но второго не будет. Пусть в вашей паре Малецкий выглядит как ребенок, но ведешь себя по-детски. Ты подписал рабочий контракт, так что теперь ты должен выполнять свою работу. Всего хорошего, агент Лолошка. Вау. Привет. На меня тут накричали. Угу, прикинь. Что, тоже теперь думаешь, что я плохой работник, да? Слушай, а может быть она права? Я так концентрируюсь на попытках выяснить, кто прав, кто виноват, что происходит. А ведь для Асы наверняка все выглядит как-то по-другому. Для нее я просто обычный сотрудник, который не следует рабочим инструкциям и саботирует работу. Ага. Дай угадаю, ты проголодалась, да? Сейчас что-нибудь принесу. Ну ладно, кстати, да, что-то... Я сейчас очень хорошо остановился от мыслей, которые вот Лолошка даже озвучил. Я так концентрируюсь на попытках выяснить, кто прав, кто виноват, что происходит. А ведь для нее я по-любому обычный сотрудник, который не следует рабочим инструкциям. Скорее всего, ведь так и есть. Для Асы, как мы поняли еще с, сейчас скажу, 26-й серии, я наверняка просто обычный чел, которого пытаются завербовать. И для нее в этой истории куда важнее Малецкий, нежели я. Ну, это очевидно, как будто кто-то спорить будет с этим. Томаты, значит, берем. Ща мы покормим тебя, гусыня. А еще надо бы какашки убрать. Сейчас. Кушать хочешь? Ням-ням-ням. Какашки обязательно убрать гусиные какашки. Это так странно. Вот, держи, покушай. Не получилось? Вот еще. Вот еще. Вот еще. Еще? Бога ради, сколько? О! Супер. То есть ты теперь раз в какое-то время за то, что я тебя кормлю, можешь давать такое? Яйцо гусыни, которое я забрал себе с задания. От него исходит слабая энергия искры. Не знаю, кушать я, наверное, пока что не буду. Энергии у меня достаточно, но я вот понимаю, что томаты 100% надо убрать. Эй, холодильник, здрасте. Убираем. Еще одна тема, которую подняла Аса, меня действительно беспокоит. Интересно, а если я правда решу отвязаться от времени, значит ли это, что я должен буду покинуть свой бункер? Кажется, еще Малецкий говорил, что в ветке не должно никого остаться, чтобы она была полностью закончена. А что с этой веткой случится после этого? Смогу ли я сюда вернуться? Ну, если захочется. Есть ли вообще хоть какой-то смысл заниматься улучшением моего бункера, если эта ветка скоро будет забыта? Эй, Лолошка! А? Ты чего это? Стоп. Ты же обычно появляешься только когда я совсем головой еду. То есть сейчас ты полностью в порядке, хочешь сказать, да? Ну, может быть, не полностью в порядке, но не при смерти все-таки. Ну, какая-то, подозреваю, самая разумная часть тебя так не считает. О! Ведомнее! А почему? Это... Джон! Где это мы? А что такое? Неужели не узнаешь место? Вспоминай. Да нет, я узнаю, но как, Джон? Да не переживай. Физически ты все еще в своем бункере, если ты об этом. О, блин. Это... Но нет, почему я здесь? Ты так и не понял, что эти вопросы нужно задавать не мне, а себе? Лолошка. Твои воспоминания не так точны, как мои, должен сказать.
Есть явные неточности с тем, как это было на самом деле. Нет, Джон, но ты же часть меня. Откуда тебе вообще знать об этом? Опа! Ах. Это действительно то, чем ты сейчас хочешь забивать голову? Нет, наверное, нет. Отлично. Знаешь, я много думал, почему ты видишь именно меня? Почему именно мой образ? Подожди, то есть, еще раз, ты думал в итоге, или это я думал? Да. Все время в Архее ты потратил на то, чтобы убедить себя, меня и всех вокруг, что ты полностью себя осознал и принял. Ты убедил в этом себя еще в Хэнфорте, но... Кажется, после твоего одиночества здесь, мы можем сказать, что ты все еще не можешь считать себя целым, да? И я тому подтверждение. Через меня часть твоего сознания пытается тебе что-то сказать. Но что именно? Ну, а вот этого я не знаю. Джон, который чего-то не знает? Успокойся, Лолошка, я не тот Джон, который из параллельной вселенной. Я тот, который у тебя в голове, помнишь? И если ты не разгадаешь, что с тобой происходит, есть риск, что ты потеряешь часть себя. Ах. Лолошка, Лолошка. Так уже было. Что? То есть было? О чем ты сейчас говоришь? Ты прямо сейчас говоришь, как смотрящий Джон. Скажи мне, Лолошка, почему мы здесь? Нет, я не знаю, Джон. Еще раз, почему мы здесь? На значке организации такой же символ, что был на плакатах с Междумирцем. Так, еще. Ну, сейчас я знаю, что этим Междумирцем все это время был я сам. Угу. Еще. Междумирец, то есть я, говорил, что я должен был оказаться там позже. Давай же еще. Междумирец, то есть я, говорил, что я сделал не тот выбор, что он ждал от меня другого. И что в итоге? Да я не знаю, Джон. Я не знаю, что ты хочешь услышать от меня. Ну, понятно. Ах, ты еще не готов. Да черт побери. Ну так помоги мне тогда. Помоги мне, раз ты все знаешь. Ты же такой умный. Нет, Лолошка, ты должен помочь себе сам. Но все-таки есть кое-что, что я мог бы тебе сказать. Никогда не сомневайся в своих решениях. Ведь совокупность твоих поступков — это ты и есть. Каждое твое действие — это выбор. Если ты будешь сомневаться, то потеряешь не частичку себя. Ты потеряешься сам, Лолошка. Ничего себе. И давно ты стал таким философом? А ты? Вот это да! Вау, блин, у меня слов просто нет! Ложка! Что в итоге? Ложка! Ты в порядке? Привет, Малецкий, встать. Да, привет. Знаешь, решил немного помедитировать. Блин, странный ты. Ты зачем здесь, Малецкий? У нас что, задание новое? Да не. Я узнал у безопасников, что у тебя в бункере барахлит прослушка, судя по всему. Это будет длиться еще пару циклов, так что можем говорить открыто. Я пришел сказать, что Аса приняла мой отчет и ничего не заподозрила, прикинь? О, Малецкий, кстати, об этом. То есть он реально верит, что она не заподозрила. А она уже приходила ко мне. Аса приходила ко мне, она знает, что отчет сфабрикован. Ты уверен, что никто не в курсе настоящего результата той вылазки? Ну, Малецкий, раз никто ничего не заподозрил, я думаю, что мы могли бы повторить этот опыт. Мы можем остановить столько смертей. Ты уверен, что никто не в курсе настоящего результата той вылазки? Да, конечно. Такие нарушения протокола караются очень жестко. Если бы кто-то знал, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Все еще не понимаю, как тебе удалось меня в это завлечь, блин. Больше такого не повторится, Ложка. Ой. Я понимаю, что ты новичок в этом деле, и это моя вина и ответственность, что я позволил... Нет, Малецкий, не надо. Просто поверь, ты принял правильное решение, как и я. Но, да, я согласен с тобой. Больше такого не повторится. Как бы то ни было, ты мой начальник, и я...
я должен научиться следовать протоколу, вот. Если я хочу остаться в организации и построить в ней карьеру. Верно же? О, блин, ты не представляешь себе, как я рад сейчас это услышать. Может быть, это гусыня была идеей сотрудников организации, а? Возможно, они поняли, что это именно то, что тебе нужно, чтобы сформировать правильное мнение. Чё думаешь? О, после задания сотрудникам полагаются выходные, так что это... В Синклите они измеряются в километрах. Я не стану сейчас объяснять, да и ты вряд ли поймешь, пока там не побываешь. Но я просто выберу момент на ветке, когда к тебе прийти попозже, чтобы ты успел немного отдохнуть. А я... Ну, а я, наверное, тогда к себе пойду. А, то есть у тебя сейчас выходные, и у меня, получается, выходные. А я еще думаю, почему новые задания не дают? Получается, после каждого задания идут выходные. Слушай, Малецкий, а может быть ты хотел бы немного поболтать и расслабиться вместе? Давай, спасибо, Малецкий. Спасибо, что не стал на меня доносить. Слушай, а спроси, когда там моя следующая зарплата? А то аванс-то уже закончился. Ха-ха. Спасибо, что не стал на меня доносить. Да без проблем, напарник. Главное, что ты вынес из этого необходимый урок. Кстати, твое обучение еще не окончено, так что, думаю, тебя еще пара встреч со скримером ждет. Ой, не нравится мне этот стажер. У меня от него мурашки, блин. Ну ладно, давай. Не скучай. Пока. Скример, та самая рыбка. Все-таки мы еще встретимся. Короче, то, что сейчас было с Джоном, это сильно. Блин, Малецкий продолжает заявляться ко мне без стука. Как и Лая. Кажется, я начинаю привыкать к тому, что стук в дверь — это признак опасности. Надо бы как следует обдумать все, что сегодня случилось. В некотором смысле Малецкий даже прав. Именно из-за этой гусыни я планирую следовать протоколу. Но при этом не из-за своих убеждений, а из-за угрозы Асы. Как бы то ни было, но мне не хотелось бы подставлять Кацпера. А еще очень бы не хотелось, чтобы в следующий раз я очнулся от медитации от рук какого-нибудь другого сотрудника. Что это вообще было? Причем тут ведомнее? Крутые вопросы. Блин, знаете, у меня уже складывается ощущение, что этот сезон ладно, я не хочу сейчас прям вот говорить со стопроцентным убеждением, но у меня складывается, опять же, ощущение, вот просто послушайте. Я, походу, к концу этого сезона назову этот сезон лучшим, потому что я прекрасно понимаю, насколько же тяжело на самом деле связывать всю эту историю. То есть, голос времени, 13 огней, последняя реальность, сердце вселенной. И вот она, точка невозврата. Это реально все так круто компонуется. У меня каждый раз, когда я об этом думаю, у меня мурашки, знаете, от какой мысли? Что это все связано с моим персонажем, которого я когда-то давным-давно создал малолеткой в... Сколько мне тогда было? 13 лет. Понимаете, вот этот персонаж живет с 2011 года. И мне правда чертовски круто осознавать, что история когда-то созданного скина, просто для Майнкрафта, превратилась вот в это. Ну, я не про растения, конечно, я про историю в целом. Ну, вы поняли. О, а у меня тут проблемы начинаются. Я немножечко медленный. Ох, ё-моё. Потому что еды нет. Да, у меня остается 2 консервы. У меня есть еще консервы в основном модуле, но давайте мы консервы не тратим. Мы лучше приготовим немного еды. Так, мне нужен овощной суп. Ну-ка, как ты делаешься? Свекла, картошка, морковка, капуста. Свекла, капуста, немножечко мисок, морковка. Сейчас все быстро приготовим и немного поедим. О, это было быстро. Ух, нифига! Ты посмотри, мне дали 2 вареных риса, 2 овощных супа и 2 еще овощных супа. То есть у меня за то, что я супер круто все выполнил и ни разу не запнулся, мне умножили еду. Крутяк. Так это получается сейчас будет full сытость, я правильно понимаю? Да, еще. И все, я реально объелся. Я уже даже не могу это съесть. Теперь, когда мы хорошо поели, обязательно надеваем скафандр. И я не забываю о том, что еды у нас не так много. Погода шикарная. Ой, блеск. Выходим. Всем привет! Мне прямо сейчас нужно найти какое-то место, где я еще не лутал консервы. Ой, господи, что так лагает? Так, прогружайся, прогружайся. А ну-ка. Во! Продуктовый магазин! Как будто здесь может быть консерва, не? Я не то чтобы здесь когда-то лутался, Да-да-да, эти мешочки и всякие подарочки я не помню, но при этом здесь не то чтобы много сундуков. О, вот оно! У меня же отмычки есть, а тут по-любому есть что-то, что на будущее пригодится. Так, кремний, кость, просто железный слиток. Нет, мне сейчас вот реально еда нужна. Я понимаю, что рано или поздно у меня...
Стоп, погоди, а я же могу в бункер пойти. Да, вот этот бункер, который зеленый. Я точно помню, что там было много консерв, которые я так и не забрал. О, привет. Блин, меня так давно здесь не было. Где бункер? Вот он, бункер. И все еще мой костер. Господи. Ай, больно, тихо. Да, здесь все еще очень темно. С тех пор, как Малецкий пытался меня убить, помните? И вот тут очень много гнилой еды. Это что такое? Не, гнилая еда мне не нужна. Погодите, дайте мне именно это, консервы. А еще вот высоковольтные кабели тоже пригодятся на будущее. Молот инженера. Кубок. Ой, я же могу, получается, вот так сделать, да? Сюда, золотой слиток. Короче, нет, ребят, я обошел абсолютно все, что здесь можно было обойти, и по итогу могу 100% заверить, что еды здесь нет. Вот именно консерв, просто по нулям. О, уткер здесь так и не работает. Ну да, короче, это уже настолько поломанный бункер, что сюда можно даже не возвращаться. Как говорится, обидно, досадно, но ладно. Еду, правда, надо где-то брать. Где мне брать еду? Неужели просто прям выращивать? Просто напомню, если я хочу сам создавать консервы, то мне нужен костяной бульон. А костяной бульон я, по сути, не могу создавать. Кости! Типа, у меня нет костей. Может быть, мне нужно снова улучшить пищеблок? Вот у меня сейчас он 2-го уровня, да? Может быть, там на 3-м уровне появятся косточки? Просто, понимаете, если бы они появились на 2-м уровне, то, наверное, вся вот эта мини-игра с кухней... О, я могу еще раз поготовить. Да, прикольно. Так вот, вся мини-игра, она была бы лишней, потому что я бы просто создавал консервы. Так что да, скорее всего, надо улучшать или как-то найти способ приготовления этих костей. Но, кстати, очень много людей писали комментарии с вопросами для Уткер. Пора попробовать. Видите, 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Подожди, построить новую комнату, а я давно не вводил, ну-ка. Все доступные модули успешно построены. Что вы хотите сделать? То есть нового ничего не появилось. Окей, давайте мы первое, что введем, очень много писали, смотрящий. Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Ну, в целом это было очевидно, что на смотрящий ничего не будет. Далее, Тадмавриэль я уже писал, отец писал, Архей тоже писал. Вообще, кстати, мне подсказали, что можно ввести, как отключить мигание кнопок. Этот вопрос можно было задать после того, как Лолошка еще серий 20 назад, типа, беспокойно спал. Якобы ему мешали эти самые мигающие кнопки. И давай. Модель вашего контрольного модуля не подразумевает отключение подсветки. Ну ладно, все куда проще, чем я думал. Если вы хотите, чтобы кнопки настраивались, обратитесь в службу поддержки. Что вы хотите сделать? Да ничего я не хочу сделать. Так, реклама. Если вы хотите первым узнавать о наших рекламных предложениях, нажмите 1. Если вы хотите посоветовать компанию Уткер другу, нажмите 2. Если вы хотите узнать больше о нашей компании, нажмите 3. Для выхода из меню нажмите 4. Хочу посоветовать компанию Уткер другу. 2. Введите логин или номер телефона друга. Блин, ну давай ложка, я не знаю. Приглашение и купон на 2% скидку отправлены вашему другу. Что вы хотите сделать? Что? Подожди, а как ты нашел какого-то ложку? Чего? Я так понимаю, я вообще что угодно мог ввести, да? Введите логин или номер телефона друга. Окей. Короче говоря, заряжаемся и будем думать. То, что мы увидели с ведомней, то, что мы провели вот такой вот диалог-монолог с Джоном, это очень сильно. У меня, правда, от этой сцены пошли мурашки, потому что я помню, что такое ведомнее. Это очень страшное место. И то, что нам наконец-то подтвердили вот эту связь с плакатами в «Голосе времени», это еще большая имба. Посмотрим, что будет дальше. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Я очень надеюсь, вам нравится то, что вы смотрите. Поддержите меня и команду, пожалуйста. Надеюсь, вы не пропустили это мимо ушей. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и точка невозврата, отсутствие супов и ведомния. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.